Если ты зашел на это видео, значит ты хочешь наконец-то разобраться в графиках так, чтобы видеть рынок как настоящий трейдер, а не просто смотреть на свечки, не так ли? Дисклеймер. Я сам еще нахожусь на стадии обучения, но уже много чего выучил и делаю небольшой профит. Этот канал я снимаю как свой путь в крипте. Обучаю, потому что хочу и могу. Дело. Решать, смотреть это или нет, тебе. Но я уверен, я могу научить тебя много. Здорово, криптоны, и вы на канале Что-то о крипте, и с вами Кразис, ну или просто Азиз. В этом видео я тебе покажу, как настроить TradingView так, чтобы тебе было очень удобно торговать, анализировать и не путаться в миллионе кнопок. Если ты новичок, то поймешь все с нуля. Ну а если же ты торгуешь давно, узнаешь пару фишек, которые тебе точно облегчат жизнь. Ну что тогда, погнали! И вот у нас уже сразу же TradingView, я вам сразу покажу, как у меня он настроен. В общем, вот так вот он у меня настроен. Давайте перейдем на эфириум, чтобы вы понимали. А вот такой вот красивенький, не светлый, я не люблю светлый фон. Я вам все покажу, как настроить фоны. У меня тут сразу есть хот-бар, в котором есть все удобные для меня инструменты, которые я могу использовать. К этому мы перейдем чуть-чуть попозже. Я вам покажу, как поменять цвет свечек. Скажу вам сразу то, что цвет свечи довольно влияет на трейдинг, потому что когда красное или зеленое, это психологически чуть-чуть по-другому, поэтому я рекомендую вам поменять цвет свечи, но это уже на ваше усмотрение. Мне очень нравится черный с белым. В общем-то, вот он наш сайт TradingView. Я вам сейчас хочу показать все с самого начала. Изначально у вас будет вот такая вот менюшечка. Если вам нужно будет изменить язык, то тут справа будет планета. Скорее всего, у вас изначально будет стоять так же, как и у меня, английский язык, просто сам вверху выбираем русский и все. Здесь вы можете нажать либо посерединке кнопку зарегистрироваться, либо справа сверху. Ну, без разницы, кликнем посерединке. Вас перекинет вот такую вот менюшку. Тут регистрация $0 навсегда, евро вернее. Нажимаем. Ну и тут выбираем вход через любые из вот этих приложений. Я предпочитаю Google. Главное меню у нас немножечко стремноватое. И вообще у нас есть приложение на ноутбук, Windows или Apple. Или же у нас есть приложение на телефон. Оно чуть-чуть будет отличаться, но не совсем. Они очень похожи, но там буквально пару отличий. Поэтому, если кто-то хочет скачать, переходим по ссылочке в описании. Только мне еще YouTube не разрешает вставлять ссылки, поэтому просто уберите пробел в начале ссылки. Переходите по ссылке, скачивайте и все в принципе. Так, что у нас здесь появляется? Я не знаю, почему у меня снова все на английском. Здесь у нас есть продукты, сообщества, рынки, брокеры, ну и еще что-то там. Это все нам не нужно сейчас. Нам самое главное это продукты. Здесь, если честно, я ничего не использую, я использую только суперграфики. Ну и в принципе мы сейчас будем их проходить в этом видео. Переходим на суперграфики. Так, и здесь сейчас у нас все такое некрасивое, убогое, разноцветное, белое. Так, изначально что мы будем делать? Изначально мы видим то, что у нас здесь какой-то доллар США, российский рубль, это вообще не то, что нам нужна крипта. Мы переходим слева сверху, нажимаем на вот этот доллар США. Здесь пишем BTC, и потом ставим пробел и пишем вашу биржу. Я, допустим, трейджу на Binance, я тут пишу Binance. А если вы хотите фьючерс, вы пишете букву P и точку. Выбираем Binance, и здесь наш любимый биточек. Так, и сразу же вам скажу, чтобы все было удобно, чтобы вы не переключались каждый раз, там, эфириум, там, доги, к примеру, да, у вас справа есть вот такой вот типа чек или бумажечка, я не знаю, что это такое, как можно назвать. Вы сюда нажимаете, и вот тут вот у вас watch-лист. Отсюда вы абсолютно все удаляете, здесь вам ничего не нужно. Здесь у нас есть плюсик, нажимаем на него, и здесь пишем, допустим, эфириум, потом пишем биткоин, BTC, и вот тут вот нажимаем плюсик, потом пишем доги. Ну и в принципе пока что для меня достаточно. И просто вы вот здесь можете переключаться, нажимать, там, допустим, биткоин, доги. И, допустим, если вам не нравится последовательность, куда-то у меня эфир исчез, я его случайно удалил, но неважно. Просто, допустим, доги вы хотите, чтобы был сверху, да, вы нажимаете вот так вот, зажимаете и наверх переносите, и все. То есть вот так вот биток, доги, можно любую валютку, которая у вас будет. В общем, закрываем пока что эту менюшку. Дальше, что мы делаем? Давайте изначально сделаем красивым TradingView, а потом уже я вас обучу остальному. Просто нажимаем либо правой кнопкой мыши сюда, ну либо же вот тут на шестеренку, но лучше правой кнопкой мыши, настройки. Ну и вот у нас, собственно, свечи. Левые, ну понятно, зеленые, красные справа. Вот тело, границы, фитиль. Я, допустим, хочу, чтобы у меня были зеленые свечи белыми, а красные черными. Потом мы переходим в оформление и здесь выбираем фон, ставим какой-нибудь прикольный фон. У меня лично стоит, по-моему, вот такой фон, серый просто, да, по-моему, серый.
Я забыл, кстати, тут лучше границы выбрать черными. Да. У белой свечи границы лучше выбрать черными, либо же оно будет очень некрасиво сливаться. Потом, чтобы убрать надоедливую линию. Вот тут у нас есть линии, если вы видите. Мы заходим в оформление, снова линии сетки и выбираем без цвета. И все, они у нас убираются, и у нас вот такой вот красивенький, чистый фон. Чтобы изменить вот эту вот белую штучку, у вас уже должно быть настроено просто на сайте, на самом сайте, в вашем браузере. Либо же, когда вы скачиваете программу, уже в программе вы должны сами настроить цвет. В общем, зависит все от вашего браузера. Ну, что же делать дальше, когда мы настроили? Мы переходим вот сюда, на буквочку D. У нас стоит по дефолту, нажимаем на нее, и здесь мы видим тик, 10 тиков, это не важно. Мы видим самое главное: секунды, минуты, дни, там, часы. Самое главное, что мы должны сделать. Видите, вот тут вот звездочка справа, 15 минут и справа звездочка. Нажимаем на 15 минут, 30 минут, час, 4 часа, 1 день, неделя и месяц. Что это такое? Выходим отсюда, и оно у нас сюда все добавляется. Нажимаем, допустим, на 15 минут. И видим то, что свечей стало больше. И они все какие-то маленькие. Сейчас я объясню, почему это. Допустим, переходим на 4 часа. И помечаем одну свечку. Вот я сымитировал такую свечку. В принципе, похоже. Вот, допустим, возьмем вот эту свечку, да. Вот это такая же самая свечка. Представим то, что вот это тело свечи. То есть вот это все, это целое, это называется свеча. Вот это тело свечи. То есть толстенькой частью это тело свечи называется. Тоненькие части, любые, они могут быть длинные, могут быть короткими. Это называется тень свечи. Вот эта вот часть, это тень, что снизу, что сверху. Это называется тень. Вот это тело. Запомнили? Идем. Вот это тело. Вот это маленькие пимптики, это тени. Тени. Сейчас я объясню, что это такое. Допустим, смотрим. Смотрите, что такое тело. Представим то, что вот эта вся свеча, она открылась вот здесь. То есть она началась вот здесь, она вот так вот появилась. Сейчас я вам нарисую, давайте вот здесь. Представим то, что открытие свечи, вот этой белой, было вот здесь. То есть она началась вот здесь, эта свеча. А закрылась вот здесь. То есть вот это день, у нас сейчас день. Вот эта свеча весь один день. Начался день вот здесь, закончился вот здесь. Но тени, что такое тени? Это куда максимально доходила цена. Представим то, что свеча сначала пошла чуть-чуть вниз, потом пошла наверх, вот так вот. Потом вернулась вот сюда, тут день закончился. Там, где заканчивается день, там открывается следующая свеча. Оп, и здесь открылась черная свеча. То есть она пошла наверх, пошла вниз и закрылась здесь. Что это значит? Если она закрылась здесь, значит следующая свеча откроется вот здесь. Неважно, какая это свеча, черная или белая. Смотрим, нажимаем вот сюда. И да, вот она открылась здесь, закрылась здесь. Значит, следующая откроется вот на вот этом уровне. Смотрим, вот, все, она открылась. Я надеюсь, что вы меня правильно поняли, и идем дальше. Следующими идут индикаторы. Индикаторы вы уже можете изучить сами, найти какие-нибудь в ютубе прикольные, но индикаторы это просто как бы типа помощники. Самое главное, сейчас я вам покажу индикаторы, которые у меня стоят, они очень хорошие. Пишем объем, и вот тут вот у нас есть теханализ, выбираем не от авторов, вот у нас вот тут справа есть авторы, а там где нет авторов это официальный второй объем, вот. И нажимаем здесь звездочку, чтобы у нас был в избранном. Пишем RSI. И вот здесь у нас есть индекс относительной силы. Его мы выбираем, ставим звездочку, выбираем, смотрим, что это такое. Это вот такая волнистая штука, называется RSI. Я вам в будущем покажу, как с ним работать, сейчас не буду, потому что это уже в следующем видео. Чтобы его закрыть, просто вот наводимся на него, нажимаем, и тут вот у нас корзинка. Объемы пусть у вас всегда будут, не закрывайте их. Следующий еще важный, последний объем, который очень важный, quick.add. И он у нас от Midweek. Нажимаем на звездочку и включаем его. Что нам дает этот объем? Он показывает нам вот такие вот стрелочки. То есть где high, higher, low. Я вам в будущем покажу, что такое higher, high, higher, low, но это важная штука. То есть вот здесь у нас находится higher, high, вот тут higher, low, higher, high, higher, low, higher, high, higher, low. В будущем вы узнаете, что это такое, если вы еще не знаете. Ну, в общем, перейдем к последней, самой главной части. Вот тут у нас сбоку есть всякие инструменты в виде курсор. Тут не особо важно, вы можете просто настроить ваш курсор, либо точка, стрелка, магия, не знаю, что это такое. Он, скорее всего, ничего не делает. Ну да, просто курсор обычный. Второй пунктик у нас линии тренда. Мы сюда переходим. Тут у нас очень много всяких инструментов. Мы выбираем линию тренда справа. Тут есть звездочка. Нажимаем на эту звездочку. Нажимаем дальше на горизонтальную линию.
и на параллельный канал. Этого достаточно. Теперь закрываем это, переходим в следующее. Fibonacci. Обязательно добавляем коррекцию по Fibonacci. Это все, переходим к следующему. Здесь у нас ничего нет, потому что, это паттерны, это кто использует, может сам добавить от себя, но я сейчас показываю самые важные, которые вам пригодятся 100%. Дальше переходим. Тут у нас есть длинная позиция, короткая позиция. Это все, переходим в следующее, там где кисточка. Добавляем обязательно кисть, стрелку, указатель, прямоугольник, траекторию. Можете вращающийся прямоугольник добавить по вашему желанию. И обязательно добавляем дугу. Это все, и еще можете добавить текст, а остальное уже по вашему желанию. Я лично не добавлял бы стикеры и так далее, для меня не бессмысленно, но вы уже как хотите. Так, сейчас я быстренько расскажу, что это такое, я покажу пару фишек, и я не буду полностью рассказывать, что это такое, что все вот эти инструменты, они будут в следующем ролике. Каждый инструмент будет в следующем ролике. Чтобы ровно нарисовать вот эту линию, зажимаем Ctrl, и она магнитится сразу к свече. То есть у нас вот здесь магнит, можем нажать, она сама магнитится, но это долго вот так снова отключать, просто зажимаем Ctrl, потом на другой свечке Ctrl, и все, оно вот так вот делается, магнитится. Либо же просто нажимаем и Shift. Либо также на свечку зажимаем Ctrl, Shift, и оно рисуется ровно, то есть вот. Далее у нас вот такая штучка. Просто нажимаем посередине экрана, это у нас будет огромная линия на весь график. Потом у нас есть параллельные каналы, это просто вот такие вот тоннели, два тоннеля. Их можно продлевать. Потом у нас есть коррекция по Fibonacci. Настройку, кстати, очень важная тема, настройка этого Fibonacci тоже покажу в следующем ролике. Она сейчас вот такая вот непонятная, но я вам покажу потом по-нормальному. Потом длинная позиция, то есть если мы хотим лонговать, ставим то, что цена будет расти, вот так вот ставим и все. А это наоборот, шортовая позиция, то, что наоборот будет падать. Ставим и все. Вот это стоп-лосс, если что, чтобы, не проигрывать. Кисть это понятно, стрелочка я уже показывал. Потом у нас есть квадрат. Кстати, заходим в него, очень удобная тема. Нажимаем на квадрат, тут есть шестеренка, нажимаем на шестеренку. Тут есть продолжить и нажимаем продолжить вправо. Обязательно вправо, не влево. И у нас продолжается вот так вот квадрат. Что он делает? В принципе, он может обозначать ордер-блоки. Допустим, вот тут у нас был слом тренда. Это я тоже в будущем объясню, вам просто сейчас показываю. Тут вот помечаем ордер-блок. Тут вот помечаем ордер-блок. И все, видимо, оно отбивается. Вот тут у нас вот такая траектория. Дуга. Кстати, я вам сейчас покажу, зачем она. Мы видим вот тут вот огромный пул ликвидности. Я вам тоже объясню в будущем. Мы просто нажимаем на эту дугу от самого верха до самого низа, то есть до самой нижней свечи, там где заканчивается ликвидность. И просто тянем чуть-чуть вверх, чтобы это было красиво для глаз. И в будущем, когда вы будете ставить ордера, допустим, вот такие, оно там должно пойти наверх, и оно там, допустим, должно собрать ликвидность. Вы так делаете, и все. И в будущем, то есть, чтобы это было просто вам удобнее для позиций. И на этом все. Я вам все показал, все самое важное. Я считаю то, что больше, в принципе, ничего не нужно для трейдинга. Поэтому спасибо за просмотр. Я надеюсь, я тебе помог. Удачи и ссылка в комментах.